Украина, которая еще 5 лет назад закупала старые советские запчасти по всему миру, а сегодня диктует моду военной инженерии самым богатым странам планеты, фактически может стать новым главным поставщиком вооружения в Европу. И это не сценарий голливудского боевика и не фантастическая фантастика. Это реальность 2026 года и 5-й год активной демилитаризации, о которой рашисты отчаянно свистели еще в феврале 2022 года. Пока аналитики спорили о закате индустриальной эпохи, в центре Европы растет новый технологический хищник. Украина превращается в главного поставщика современных вооружений для Европейского Союза. И этот процесс уже не остановить. Германия, кстати, уже подписала оборонное соглашение с Украиной. Но как так вышло, что еще вчерашний реципиент помощи стал тем, у кого стоят в очереди за технологиями? Сегодня мы разберем по косточкам украинский военный феномен. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, потому что реальные цифры заставят вас пересмотреть свои взгляды на всю геополитику. Давайте будем честны. До 2022 года украинский ОПК ассоциировался скорее с коррупционными скандалами и бесконечной модернизацией танков Т-64. Но война — это самый жесткий и эффективный акселератор. За 4 года Украина прошла путь, на который у Южной Кореи и Израиля ушли десятилетия. Сегодня украинский оборонный бюджет и производственные мощности выросли в 50 раз. Вы только вдумайтесь в эту цифру, 50-кратно. И это не просто рост, это взрыв. Если раньше мир наблюдал за тем, как Украина просит джавелины, то сегодня мир наблюдает за тем, как Поляныця или морские дроны Магура меняют правила игры на воде и в воздухе. Но подождите, скажете вы. Разве можно строить заводы под постоянными обстрелами? Вот тут и кроется первый секрет удержания лидерства – децентрализация. Украина создала уникальную подземную и сетевую индустрию. Вместо одного огромного завода-гиганта, который легко накрыть одной ракетой, работают сотни малых цехов. Это напоминает структуру интернета. Если один узел выходит из строя, сеть продолжает жить. Именно эта гибкость стала тем продуктом, который сейчас Украина начала экспортировать в Европу вместе с железом. Европейцы поняли, их огромные, неповоротливые концерны, вроде Rheinmetall, это отличная мишень, а украинская модель – это выживание. Кстати, о Rheinmetall. Вы заметили, как изменилась риторика западных гигантов? Если раньше они смотрели на украинские предприятия как на типа конкурентов или младших братьев, то в 2026 году они стоят в очереди на создание совместных предприятий. Почему? Ответ просто циничен. Battle proven. В мире оружия нет ничего ценнее надписи «Проверено в бою». Ни один полигон в Техасе или Баварии не даст тех данных, которые украинские инженеры получают в режиме реального времени. Когда немецкий или шведский концерн открывает завод в Украине, он покупает не дешевую рабочую силу, он покупает доступ к самому актуальному опыту ведения войны в истории человечества. Теперь давайте перейдем к самому интересному, к дронам. Украина в 2026 году – это, так сказать, Китай в мире военных беспилотников. План 8 миллионов дронов в год звучит как безумие, но он выполняется. Мы говорим не только об FPV камикадзе, которые собирают волонтеры. Мы говорим о роевых технологиях, об искусственном интеллекте, который сам находит цели в условиях полной блокировки GPS и РЭП. Знаете, что сейчас происходит на европейских выставках вооружения? Представители Франции, Британии и Польши буквально засыпают украинских производителей запросами, потому что украинский дрон стоит $500 и уничтожает танк за 5 миллионов. Математика войны изменилась навсегда, и Украина здесь главный бухгалтер в этой новой системе, но не дронами едиными. Давайте вспомним про морские беспилотники. Кто бы мог подумать в 2021 году, что страна практически без классического военно-морского флота обнулит доминирование огромного черноморского флота противника. Украинские беспилотные катера стали кошмаром для адмиралов по всему миру.
Теперь Британия, Дания и даже страны Юго-Восточной Азии изучают этот опыт, чтобы защитить свои проливы и побережья. Украина фактически создала новый род войск, который раньше не существовал даже в уставах НАТО. И теперь она же продает лицензии на производство этих систем. Это и есть превращение в главного поставщика. Не просто продавать снаряды, а продавать концепции. Многие скептики говорят, как только пушки замолкнут, украинский ОПК рухнет, потому что он живет за счет дотаций. Но это заблуждение. В 2026 году мы видим рождение оборонного хаба Европы. Правительство Украины уже открыло экспортное представительство в ключевых столицах ЕС. Зачем? Чтобы перекачать современное технологическое превосходство в твердую валюту. Когда война перейдет в фазу низкой интенсивности, Украине нужно будет обеспечивать сотни тысяч инженеров и рабочих. И единственный здесь путь – это экспансия на внешние рынки. И Европа идеальный покупатель. Армии ЕС истощены, их склады пусты, а перевооружение по старым лекалам займет десятилетия. Украина же предлагает решение здесь и сейчас. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу и зададимся вопросом. А готовы ли сами европейцы пустить такого мощного конкурента на свой рынок? Ведь оборонка – это всегда про политику и лоббизм. И здесь включается второй очень важный фактор – интеграция. Украина не пытается кого-то вытеснить. Она встраивается в их цепочки поставок. В 2026 году украинские системы управления боем интегрируются в натовские самолеты и бронетехнику. Это как операционная система. Если ваше железо работает на украинском софте, вы уже никуда не денетесь. Украина фактически становится софтверным гигантом войны. И тут интересный факт, о котором мало говорят. Украина сейчас лидирует в сфере антидроновых систем и РЭП. В Европе панически боятся угрозы массовых атак беспилотников. Но у кого есть работающая технология подавления тысяч целей одновременно? Только у тех, кто отражает такие атаки каждую ночь. В 2026 году польские и прибалтийские границы начинают укрепляться именно украинскими комплексами радиоэлектронной борьбы. Это не просто бизнес, это создание единого оборонного периметра, где Украина выступает как технологический щит. Но есть и обратная сторона медали. Такой стремительный рост АПК превращает Украину в военное государство. Хорошо это или плохо для экономики, в долгосрочной перспективе посмотрим. Исторический опыт, например, Израиля показывает, что военные технологии – это лучший драйвер для гражданского сектора. Тот же ИИ, который сегодня наводит дроны, завтра будет управлять логистикой или сельхозтехникой. Поэтому, когда мы говорим об Украине как о поставщике оружия, мы на самом деле говорим об Украине как о новом технологическом центре Восточной Европы. Давайте заглянем в ближайшее будущее. К концу 2026 года ожидается, что объем производства украинского АПК превысит 55 миллиардов долларов. Это сопоставимо с доходами крупнейших мировых корпораций. И большая часть этой суммы будет поступать от международных контрактов. Украина начинает экспортировать не только железо, но и образование. Школы операторов дронов, центры подготовки инженеров, курсы по кибербезопасности. Все это становится частью экспортного пакета. Европа покупает не просто пушку, она покупает умение воевать в 21 веке. Подходим к самому важному. Почему это важно именно для вас, даже если вы далеки от военной тематики? Потому что на ваших глазах меняется архитектура безопасности всего континента. Центр силы смещается на восток. Если раньше безопасность Европы ковалась в Вашингтоне или Париже, то теперь ее материальная база создается в украинских цехах. Это меняет баланс сил внутри НАТО и Евросоюза. С Украиной-поставщиком придется считаться не как с просителем помощи, а как с партнером-донором. Итак,
Может ли Украина стать новым главным поставщиком вооружения в Европу? Ответ очевиден, она им уже становится. И прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, очередной транспорт с украинскими компонентами пересекает границу Европейского Союза. Но главный вопрос остается открытым. Сможет ли Европа психологически принять лидерство страны, которая еще недавно считалась периферией? Или нас ждет период жесткой торговой войны за рынки вооружений? Напишите, пожалуйста, в комментариях, верите ли вы в украинский военный чудо-экспорт. Или считаете, что после войны западные корпорации быстро задушат молодого конкурента. Ваше мнение очень важно для нас, ведь мы с вами наблюдаем за историей в реальном времени. Если вам понравился этот разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Мы продолжаем следить за тем, как технологии меняют наш мир. И до встречи в следующем видео. Всем добра, пока.